Здравствуйте, мои дорогие рисующие друзья! Сегодняшнее видео адресовано вам. Вы меня спрашивали о карандашах. Итак, посмотрим вместе, чем я рисую. Как вы знаете, краски делятся на студенческие и профессиональные. Разница в светостойкости, в качестве связующего. Карандаши я бы разделила на карандаши для хобби, как детские карандаши, не очень светостойкие, и художественные, профессиональные. Исходя из этого, я буду вам рассказывать о своих карандашах. В этой коробке акварельные карандаши. Они с водорастворимым грифелем. При выборе карандашей я ориентируюсь на мягкость и насыщенность, насколько грифель отдает цвет. Карандаши, которые долго у меня в ходу, я ими очень довольна. Это Мандалус Кохинор. Считаются профессиональными, но они не светостойкие. Попробовать какой-то карандаш достаточно купить поштучно, любимые цвета, но эти Мандалус не продаются по отдельности. В акварельных карандашах часто вы увидите кисточку или капельку, что-то, что показывает, что они с водорастворимым грифелем. Сейчас у меня под окном празднуют детский день рождения, поэтому на фоне будут крики и визги. Альбрехт Дюрер у меня много лет. Мягкие, прекрасно пигментированные, но для этого карандаша нужна специальная точилка, более толстая, чем обычные точилки. Эти два цвета холодных красных у меня в ходу. А это рабочая лошадка, тоже фирмы Faber-Castell, карандаши Goldfaber. Эти карандаши поштучно я покупала много лет назад. Если качество с тех пор не поменялось, это отличные карандаши. Как и предыдущие Faber-Castell, серия называется Goldfaber. У меня немного лет. Стачиваются они медленно, потому что они жесткие, но они высоко пигментированные. И если вы покупаете, это на много лет. Ститлер, детские карандаши. Отлично будет для ребенка, для художника вполне может быть, но они жесткие. В этих карандашах есть то, чего нет ни в одних других, даже в самых дорогих, которые у меня есть. И это защитная пленочка вокруг грифеля. Сейчас я это покажу. Вот, вокруг грифеля белое такое, видите? Карандаши, как я сказала, сами по себе твердые. И вот эта защитная пленка очень хорошо их сохраняет. Сколько они не падали, они просто неубиваемые. Уж я говорю о том, что растворяется в воде, это Neocolor 2. Я ими пользуюсь в каждой своей работе. Они у меня падают со стола, ломаются на кусочки. Они не антиударные, к сожалению. Ну а теперь поговорим о том, что не растворяется в воде. Может писать глиссировками или очень укрывистое. В общем, о карандашах, которые на восковой или масляной основе. Детские карандаши Maped. Совсем неплохие для работы с масляной пастелью. Есть преимущество в детских материалах, они просто никогда не заканчиваются, потому что грифель жесткий. И одним карандашом, если делаешь наброски, можно рисовать, наверное, несколько лет. Уберу эти карандаши в сторону. Здесь у меня карандаши Luminance. Я их не покупала поштучно, это был набор портретный.
Они очень мягкие, расход их большой. Я лично люблю более жирные карандаши. Пабло покупала поштучно те цвета, которые мне нужны. Мне в этих карандашах не хватает насыщенности, но, в общем-то, если бы у меня был набор, я бы ими пользовалась и была довольна. Восковой мелок Staedtler, такое что-то среднее между карандашом и мелком. Совсем мало пигментирован, в нем много воска, но это мне дает преимущество. Я пишу как лессировкой. Сверху гуаши тоненьким слоем прохожу, мне нравится эффект, который остается. Затачиваю электрической точилкой. Любимчик, о котором я не раз говорила, незаменимый в работе с масляной пастелью, ну и по гуашу он прекрасно работает. Mitsubishi 7600. У меня этот карандашик лет 25. Сейчас я пользуюсь еще вот такими карандашами Derwent Drawing. Мягкие карандаши, следовательно, большой расход. Покажу чуть поближе карандаш. Еще фирмы Derwent у меня есть Color Soft. Мне их рекомендовали для работы с масляной пастелью. Я покупала набор из 6 цветов. Ими я не рисовала почти, потому что они мне не понравились. Для меня они недостаточно пигментированы. Сейчас я также пользуюсь Holbein вот этими флуоресцентными цветами, чтобы полупрозрачно прорисовать какой-то светлый участок, чтобы он светился. Достаточно мягкие. В данный момент я работаю в смешанной технике с гуашью. Поэтому мне важно, чтобы карандаши хорошо ложились на гуашь. Вот Polychromos, у меня пара карандашей таких, отлично ложатся по гуаши. А также вот эти карандаши фирма Bryinzel. Прежде чем покупать эти карандаши, я много о них читала. Хвалили, ругали за поломанный грифель, но пришлось составить собственное мнение. Как говорят, доверяй, но проверяй. Я заказала 3 карандаша, 2 из них оказались с поломанным грифелем. Вот у меня есть такой фиолетовый малютка. Это не потому, что я его так любила и много им пользовалась, а потому что я его источила, чтобы вообще добраться до грифеля. Все было поломано внутри. Но качество карандаша для меня оказалось идеальным. Поэтому я себе заказала еще несколько ходовых цветов. Если у вас есть любимые карандаши, непременно мне о них расскажите. Пожалуйста, не стесняйтесь общаться со мной в комментариях. Если есть вопросы, непременно задавайте, я всем отвечаю. С вас лайк и подписка. Всего доброго, до свидания.